Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня я предлагаю совершить кулинарно-дегустационный экскурс и отправиться на 110 лет назад, во времена Первой мировой войны, тем более как раз здесь, на берегу Днестра, происходили достаточно ожесточенные сражения. И понять, что ели солдаты русской императорской армии, насколько это было вкусно, хватало ли жалования и насколько это было сытно. Питание бойца должно быть, с одной стороны, сытным и в то же самое время разнообразным, потому что, выполняя различные боевые задачи, тратится огромное количество калорий. Естественно, что продукты начала 20 века купить уже никак не получится, поэтому я постарался подобрать максимально аналогичные продукты, которые шли в, так сказать, рационе питания. Дело в том, что рацион солдата, военнослужащего, он регламентировался приказом военного министерства от 22 марта 1899 года. Но на начало Первой мировой войны никаких сухих пайков и прочих рационов питания еще не существовало. Поэтому мы будем готовить сами. Естественно, что в российской армии были полевые кухни, но представить себе ситуацию, когда бойцы оказались отрезаны от снабжения, отрезаны, так сказать, от полевых кухонь, но готовить и кушать нужно было бы, конечно же, такую ситуацию представить можно. Вот сейчас постараемся максимально достоверно и точно воспроизвести такую ситуацию. Питание бойца русской императорской армии было двухразовым, то есть солдаты питались в 12:00 и в 19:00. Соответственно, завтрак им был не положен. Был только обед и ужин. А теперь давайте конкретно уже по деталям рассмотрим, что входило в состав рациона питания бойца российской императорской армии. Итак, хлеб. Я сейчас буду говорить не суточный, а только на один прием пищи. То есть не суточный набор, а на один прием пищи. Получается, хлеб. Это был преимущественно хлеб ржаной. Причем он шел бездрожжевой, поэтому я нашел в магазине максимально похожий аналог. Количество его 1100 грамм. А вот теперь смотрите, для нынешнего среднестатистического жителя не слишком ли это сильно много? На втором месте шла говядина. Ну, это мясо, понятно, что были различные вариации, но в основном это была говядина. Свинина и прочие виды мяса, они реже использовались ввиду религиозных предпочтений и так дальше. Опять же, все на один прием пищи. Говядины примерно 350 грамм. Далее овощи. В состав овощей входила обычно морковь, брюква, свекла, свежий лук, просто лук, а также квашеная капуста, что было практически всегда на столе. Картофель. Здесь мы не видим картофеля, и вот почему. Дело в том, что на начало 20 века, хотя картофель уже и был известен в Российской империи, но практически был еще совершенно не в ходу. Далее крупа, но причем тоже не каждая крупа. В основном это была ячменная крупа, пшеничная крупа, овсяная крупа, как в нашем случае. И в редких случаях это была гречка. Рис был в ходу только лишь к концу Первой мировой войны. Также это у нас идет примерно около 10 грамм подболточной муки, для того, чтобы супец был более густой. 21 грамм сахара, 20 грамм масла и 1 грамм чая. Вот из такого набора мы сейчас будем готовить с вами два блюда. Это основное блюдо щи, и второе блюдо это у нас будет каша овсяная. Поехали! Многие рецепты начала 20 века претерпели очень серьезный генезис и кажутся нам даже совершенно неадекватными. Итак, рецепт щей таков. Берем в котелок, наливаем 1 литр воды. Это на одного бойца. Хотя нужно признать, что в основном блюда в полевой кухне готовились на расчет как 10 человек. Но мы будем готовить на одного бойца. Сразу нужно понимать, что всевозможного рода кулинарные изыски, а также красота приготовления не стояла на первом месте, потому что бойцы были обычные крестьяне, которые, возможно, первый раз увидели мясо в таком количестве и ели его ежедневно. Итак, мы сейчас с сливочным маслом, или в качестве аналога использовалось сало свиное, обжариваем мясо, закидываем в кипящую воду. Затем в конце мы добавляем немножко крупы и подболточной муки, так сказать, для навару. И в конце добавляются овощи. Вот вам, пожалуйста, рецепт стандартных классических солдатских щей. Предварительно забрасываем полностью говядину и обжариваем ее со сливочным маслом. И только после этого уже закладываем в котелок кипящей воды для того, чтобы сделать щи.
Итак, пока у нас кипит бульон с мясом, добавляем туда зелень. Это у нас лук и морковь. Прошло уже полчаса с момента начала готовки и уже более часа с того момента, как я, собственно, готовить начал. И что можно сказать? Поскольку у бойцов не было никаких газовых горелок и прочих прибамбасов, которые характерны для современного мира, ты постоянно обжигаешься, температуру костра регулировать практически невозможно. То есть можно сказать, что это очень-очень сложная и непростая работа. И если бойцы оказались где-то изолированы и им нужно было готовить самим, то это отнимало очень большое количество времени. Или просто приходилось им быть голодными. Итак, мы подобрались уже к финальной части готовки наших солдатских щей. Ребят, без всяческих прикрас, по-солдатски забрасываем в конце квашеную капустку и засыпаем все это для навару мукой. Вот еще примерно 5-10 минут и щи будут готовы. 1,5 часа мучений закончились, обожженные руки, пальцы, огромное количество ой-ай и так далее. Но в конце концов обед готов. Однако представить себе, что это можно готовить хотя бы при каком-то маломальском обстреле, просто невозможно. То есть ты себя, пункт А, демаскируешь костром, пункт Б, на это тратится огромное количество времени. Итак, что же у нас получилось? 2 блюда, это щи наши традиционные и каша. Хлеба очень много. Что мне с ним делать, я не представляю. Еще раз покажу. Этот весь хлеб, 1100 грамм, шел на 1 прием пищи. Вот уж действительно наши предки, ну, хлеб всему голова. Действительно хлеб всему голова. Итак, пришло время попробовать это, съесть, не отравиться и не умереть. Так вот перемешиваешь. Ну, традиционно действительно не хватает картошки. Пробуем. Это съедобно. Это съедобно. И что вдвойне удивительно, это довольно-таки вкусно. Теперь второе блюдо. Это овсяная крупа, то есть овсяная каша. Но это не та традиционная овсянка, которую мы привыкли есть по утрам. С яблочками, фруктами, ягодами и так дальше. Это вот такая вот каша. И, ну, вы знаете, с капусткой это очень даже вкусно. По сравнению с щами, я бы это ел. Это сытно и это вкусно. Численность армии к началу войны составляла 1,5 миллиона человек. Однако потом была проведена мобилизация, и она сразу достигла примерно 4 миллионов. В пиковые моменты армия включала в себя до 6 миллионов человек. А всего было призвано за время войны примерно 15 миллионов человек, что составляло примерно около 9% всего населения Российской империи. И можно, наверное, сказать, что Россия еще отделалась довольно легко, потому что такие страны, как Великобритания, Франция, там через мобилизацию прошло до 20% вообще всего населения данных стран. То есть это оставило очень-очень серьезный отпечаток на демографии на следующее поколение. И завершающим блюдом в нашем меню является чай. Черный обычный чай. Ну, во мне сейчас борются два очень таких противоречивых чувства. С одной стороны, я хочу сказать, что я очень наелся, хотя я съел всего лишь, да, каша была съедена полностью, суп практически весь, но хлеба я съел всего лишь четверть, 300 грамм, и я наелся очень сильно. С другой стороны, что хочу сказать, мы зажрались. То есть современный человек едва ли это будет есть. Это и, скажем так, не очень вкусно и не очень привычно для современного человека. Ну, надеюсь, что последней такой отдушинкой, отрадой в данном меню станет чай. До скорого, пока!